Все вещества из чего-то состоят, но наука, к сожалению, до сих пор не может ответить на простой вопрос, из чего, собственно, состоит материя, как она организована и что является первой причиной или вот этим вот квантом строения любого нашего с вами материального тела. И сегодня давайте поговорим о том, что уже известно науке о строении вещества, о том, что является минимальным кирпичиком для строения нашей с вами материи. Ну и опираясь на эти знания, мы с вами сможем делать какие-то выводы о свойствах материала, можем предсказывать свойства материалов, сможем моделировать материалы. И вообще эта тема очень интересная и полезная. Еще с самых первых уроков физики в школе мы уже знаем, что все тела состоят из молекул. В общем-то это логично. Для того, чтобы понимать, как устроено тело, для того, чтобы понимать, как тело функционирует и что вообще потом можно делать с этим телом, нужно понимать конструкцию этого тела. Молекула – это такая штука, которая является строительным кирпичиком для формирования материи вокруг нас. Берем мы металлический сплав, он состоит из молекул. Кстати, про металлический сплав посмотрите, интересно будет. Берем мы с вами вот деревянный стол, он тоже состоит из молекул. И все тела вокруг нас состоят из молекул. Воздух – это тоже молекула. Вот сейчас вокруг нас есть огромное количество невидимых молекул газа, которые воздействуют на некоторые свойства материалов, которыми мы дышим, но мы их, конечно же, не видим. И когда мы с вами говорим про молекулы, нужно понимать, что знание свойств молекул, понимание того, как молекулы могут объединиться в какие-то группы, и знание того, как молекулы взаимодействуют друг с другом, напрямую определяют наши с вами знания о материале, который мы изучаем. Сомневаться в существовании молекулы сейчас не приходится, потому что молекулы были обнаружены с помощью микроскопа, были сделаны их фотографии, были зарисованы конфигурации разных молекул. У разных тел были обнаружены разные молекулы с определенной структурой, свойства были привязаны к особенностям молекул. Но научная мысль на этом не остановилась, и это в принципе логично, начали квантовать. И когда вот это дело в очередной раз квантанули, обнаружили, что молекулы состоят из атомов. Получилось, что любое тело состоит из молекул, молекула является строительным материалом, а строительный материал для самих молекул – это атомы. То есть молекулы состоят из атомов. И если мы раньше строили стенку из молекул, сейчас мы строим каждую молекулу как стенку из кирпичиков с помощью атомов. Я думаю, этот вопрос тоже не возникает. Возникает разве что вопросы о существовании атома. И здесь тоже нет смысла сомневаться, потому что атомы были обнаружены, атомы были даже сфотографированы с помощью электронного микроскопа, и было выяснено, что каждый атом обладает определенными свойствами. Именно свойства атомов позволяют нам объединяться в конструкции разного типа, наделять молекулы теми или иными свойствами, характеристиками, делать определенную конфигурацию в пространстве, и, в общем-то, все это держится на знании об атомах. Но атомы, что такое атом? Это мельчайшая единица, из которой состоит молекула, которая на какой-то момент считалась неделимой, но была предсказана чуть ли еще не в Древней Греции. Вот только, к сожалению, в процессе изучения этого момента добавилось неопределенности. Все дело в том, что когда появилась планетарная модель атома Резерфорда, было совершенно уже четко понятно, что сам по себе атом тоже не является мельчайшей частичкой. А значит, говорить о том, что именно атом полностью определяет свойства материалов, конечно же, нельзя. Хотя правильно говорить, что атом определяет многие свойства, атом формирует молекулы определенного типа и определяет конфигурацию этих молекул. Но говорить, что именно атом является причиной существования материи, нельзя. И вот появление этих знаний позволило очень многое о материале объяснить. И все было бы ничего, если бы не нужно было искать мельчайшие кирпичики дальше. И мы взяли протоны, нейтроны и электроны. Взяли электроны, посмотрели, но вот с электронами все оказалось довольно просто. Хотя существование самого по себе электрона – это довольно спорный вопрос, и многие сейчас считают, что электрон – это всего лишь волновая функция, то есть как таковой частицы электрона не существует, но в принципе общим решением и по общему мнению было предположено, что электрон – это лептон. Лептонами называются частицы, которые нельзя разделить. Хотя существование электрона как частицы ставится под сомнение, но тот факт, что он оставляет след, проходя пузырьковую камеру, говорит о том, что как минимум что-то проходит. Ну а здесь, конечно, возникает спор, что это может проходить и волна, и тем самым воздействовать на среду, находящуюся в пузырьковой камере. Но может проходить и частица. Гораздо хуже дело с протонами и нейтронами. Начнем с протона. Тому, что протон является мельчайшей частицей, радоваться получилось недолго. И в результате изысканий протон удалось развалить. Ну а как его развалили? Да в общем-то, как и сейчас разваливают другие частицы. Его раскрутили на коллайдере и удалось выделить составные части этого протона. Частички, которые удалось получить при распаде протона, назвали адронами. И тут вспоминается адронный коллайдер, который в последнее время у всех на слуху. И в общем-то целью адронного коллайдера и было развалить частички на более мелкие частички. Кстати, как это происходит? Да, в принципе, довольно просто. Работают простейшие законы физики и механики. Мы берем частицу, крутим ее с такой силой, чтобы она начала разваливаться.
Это примерно как, не знаю, вот может быть вы в детстве играли, крутили там какую-нибудь гадость на веревке над головой, и вы, наверное, замечали, что эта гадость рано или поздно отлетает вследствие воздействия центробежной силы. И когда мы раскручиваем частичку, то происходит то же самое. А раскручиваем мы ее с помощью электромагнитных полей. Ну и, в общем-то, когда протон так покрутили на коллайдере, получилось, что он распадается на адроны. И вот тут началась настоящая паника. Все дело в том, что мы искали мельчайший кирпичик, из которого состоит материя. Мы искали ту частичку, которая наделяет материю способностью к существованию. А нашли просто толпы миллиарда частиц. И с того момента, как начали изучаться адроны, не было и дня, чтобы новые адроны не открывались. Их было такое огромное количество, что в прошествии там нескольких лет изучения пришлось как-то пытаться их сгруппировать. С этим были большие проблемы и возникали большие сложности, потому что общего признака группировки обнаружить не получалось, каждый день появлялись все новые частицы, и куда их отнести было непонятно. Поэтому, в общем-то, все это выделили в одну группу адроны, и на какой-то момент подумали, что на этом можно остановиться. Но случилось самое страшное. В 1960 году было предсказано, что любой адрон можно развалить на составляющие кварки. И кварки, ровно так же, как атомы для молекул, а молекулы для вещества, будут строительным материалом для строения в итоге следующего звена. Ну а как факта молекул целиком. Но при этом было установлено, что кварки существуют совсем недолго и стабильной модификацией не является. Кварков тоже было огромное количество, и если посмотреть на их название, можно сойти с ума. Кроме того, там уже и сами физики начали шутить. И вот некоторые группы кварков были названы в честь ароматов мороженого. И тут случилось страшное. Было предположено, что кварки состоят тоже из других частичек. Частички назывались прионами. Но если кварки уже удалось обнаружить, если удалось их зафиксировать, удалось зафиксировать тот самый бозон Хиггса, о котором вы наверняка слышали, довольно сложная штука, о которой, наверное, тоже стоило бы рассказать отдельно, но сейчас пробежимся, скажем так, по верхам. И вот те самые кварки вроде как тоже состоят из частиц. А частицы, из которых составлены кварки, принято называть прионами. Но прион пока является гипотетической частицей. Или частицей, которая, в принципе, пока еще не была обнаружена. Но знаете, лично мое мнение, что, конечно же, будет обнаружена еще одна частица, из которой состоят кварки. И, кстати говоря, возникает справедливый вопрос, а что же будет где-то вот в основе? Ну, этот вопрос фундаментальный для всей физики, для всей науки, потому что если мы докопаемся до сути, мы, наверное, и поймем, что такое материя. Материя вокруг нас это что-то, мы можем это потрогать, можем это как-то куда-то применить, можем из этого машину сделать. Но, к сожалению, что такое материя на глубоком уровне, мы понять не можем. И наука нам тут пока тоже не может помочь, потому что ученые разводят руками и говорят, что всегда есть частица, которая будет меньше. И вот мы долгое время ищем эту неделимую частицу, над этим работаем, но пока все частицы делятся и делятся. И знаете, тут в комментариях под одной из моих публикаций на Дзене, кстати говоря, по-моему, как раз на эту тему, ссылочка будет внизу, был оставлен интересный комментарий, и там человек говорит следующим образом. Попытки современных ученых познать мир похожи на то, как разогнать современный автомобиль, врезаться на него в стену, и потом по остаткам от этого автомобиля попытаться как-то сформулировать, какие свойства у него были, и что для чего было нужно. В общем-то, я почему улыбаюсь, потому что схема работы с материалами, схема работы с веществом и попытка определить неделимое построена на том же. Мы разгоняем частицу с помощью коллайдера, она разваливается, и мы по осколкам смотрим, что же это все-таки такое было. Но так или иначе, я считаю, что методика-то изучения выбрана в принципе правильно, потому что даже если брать пример с автомобилем, то когда мы автомобиль разбираем, мы можем предположить, хотя бы предположить, что каждая часть его конструкции была предназначена для того-то. И тут приходит в голову еще один пример, что если бы у мира не было никакой конструкции, то это было подобно тому, что ураган прошел через свалку, и на свалке получился истребитель высокотехнологичный. Конечно же, какая-то логика построения материала есть, но лично мое мнение, что не зная мельчайшей частицы, эту логику предсказать очень сложно. Современная наука хоть и не знает, чем все это кончится, и до конца не понимает, из чего состоит материя, но уже высказываются мнения, что вот эта вот неделимая часть найдена не будет, и что мельчайшей частичкой материи является информация. И, кстати говоря, обсуждая все эти мельчайшие частички, мы совсем забыли про нейтроны, которые входят вместе с протонами в состав ядра атома. Нейтроны, как и протоны, относятся к группе нуклоны и тоже состоят, по мнению современной науки, из кварков. Ну а дальше все выше, что мы рассказывали про кварки, относится к нейтронам. Итак, мы рассмотрели современные представления науки о том, из чего все состоит и как устроено вещество. В процессе выяснили, что наука до конца не понимает, как это вещество устроено, ну и хотя бы изучили мельчайшие частицы, которые вообще существуют. Ну а вам спасибо за просмотр, я рад, что вы нашли на это время, вам это было интересно. Если у вас остались какие-то вопросы, все задавайте их в комментариях, делитесь роликом. Если интересна тема про гипотетические частицы, то я тоже думал сделать такой ролик. Если это нравится, напишите про это в комментариях.
И планировалось, что сейчас выйдет ролик про закалку, но я решил, что перед Новым годом все-таки как-то закалка немножко не котируется, и решил сделать такой обзорный общий ролик. Поэтому еще в ближайшее время ждите ролик про механизм закалки и про то, как сделать закалку своими руками. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, всех с Новым годом, всем пока.